Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас продукция от компании Яёж. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу, в котором представлены те товары, о которых пойдет речь в данном обзоре. Если вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Компания представляет свою продукцию как на официальном сайте, так и на платформе AliExpress. Ну и для начала давайте посмотрим крем для кутикулы. В фирменной картонной коробке находится пластиковая ручка с кисточкой. На коробке указан состав, способ применения, никакой информации о сроке годности я не нашла. По заявлению продавца в ручке находится 10 мл крема. Прокручивая ручку, дозированно крем поступает на кисточку. И вот уже с кисточки мы наносим этот самый крем на кутикулу. Наносим средство и массажными движениями втираем в течение 3-4 минут. Продавцом заявлен клубничный аромат, но если он там и есть, то еле-еле уловимый. Никакого особого вау-эффекта я не испытала, просто стоит заметить, что тут удобная форма выпуска для личного использования. Следующий продукт – это масло для кутикулы, и тут также картонная коробочка, пластиковая ручка, кисточка, все то же самое, 10 мл продукта, самого масла. Ну, собственно, масло как масло. Конечно, масло по консистенции более жидкое, нежели крем, ну а по эффективности, на мой взгляд, одно и то же. Дальше речь пойдет о гель-базе от компании Яёж, и тут у нас стеклянный флакончик, в котором 15 мл продукта. На самом флаконе указаны меры предосторожности и срок годности после вскрытия 24 месяца. База по консистенции жидкая, для выравнивающего слоя она абсолютно не подходит, да и в принципе данную базу для нанесения на натуральные ноготки я не рекомендую. Да и вообще, в принципе, к гель-базам я отношусь настороженно. Данная база после полимеризации, как вы сейчас сами увидите, при малейшем воздействии она просто трескается, ломается, крошится. Соответственно, точно так же она будет себя вести и на ноготках. Единственная такая жидкая база отлично подходит для создания слайдеров при помощи фольги. Я попробовала, слайдеры получаются тонкие и пластичные. Как сделать такие слайдеры, видео есть на моем канале, ссылочка будет в описании. Ну и давайте уж проверим данную базу на кислотность. Для этого я воспользуюсь бондером от компании Dance Legend. На типс я нанесла сначала бондер, теперь наношу базу. И вот буквально через 1-2 минутки уже видно то, что данная база кислотная. Кислотность тут, конечно, не зашкаливает. С AliExpress мне попадались и более кислотные базы. Но тем не менее вы сами видите то, что типс поменял цвет. Следующий товар – это топ от компании Яёж, и тут также стеклянный флакон, 15 мл продукта и срок годности после вскрытия 24 месяца. А вот топ уже по консистенции более густой, он вязкий и подойдет для выравнивания покрытия. Помимо консистенции у данного топа есть еще один очень большой плюс, во всяком случае для меня. Чуть позже я покажу этот топ в деле. Ну а продолжить обзор мне хотелось бы с коллекции гель-лаков кофейной серии. Каждый гель-лак упакован в картонную фирменную коробочку, на которой есть вся необходимая информация. Меры предосторожности, состав и срок годности после вскрытия. В каждом стеклянном флаконе по 10 мл продукта. Также на флаконе есть наклейка с указанием номера гель-лака. Определить цвет гель-лака во флаконе в закрытом флаконе не предоставляется возможности. Итак, цвет под номером 01 из кофейной коллекции – это такой светло-бежевый оттенок. Чтобы не повторяться, сразу скажу, что все гель-лаки из данной коллекции довольно плотные и хорошо пигментированы. Они укрывистые, и в нанесении с ними в принципе проблем нет, потому что сама консистенция она такая немного маслянистая, такая даже можно сказать кремообразная. Да и как вы сейчас сами можете видеть, один средний слой в принципе полностью перекрывает типс, и также он полностью перекрывает и ногтевую пластину. Но тем не менее я все-таки рекомендую наносить данные гель-лаки в 2 тонких слоя.
Гель-лак под номером 02 – это уже такой цвет кофе с большим количеством сливок. На самом деле все 6 оттенков в этой коллекции мне очень понравились. Подборка цветов, вот на мой взгляд, просто шикарная. На ноготках все эти цвета смотрятся не навязчиво, но в то же время очень симпатично. Цвет под номером 03 и тут также кофе с большим количеством сливок, только еще чуть-чуть добавлено корицы, то есть цвет он немного уходит в рыжину. Также стоит отметить, что все цвета из данной коллекции отлично дополняют друг друга. Впрочем, на одной руке я применила 3 цвета при выкраске, и мне настолько понравился результат, что и на второй руке я тоже захотела использовать 3 различных цвета. Кстати, вот цвет под номером 04 – это такой серо-коричневый оттенок, очень такой сложный цвет и довольно интересный. Гель-лак под номером 05 – цвет кофе с капелькой молока. На мой взгляд, это самый вкусный оттенок в этой коллекции, и на моих ноготках этот цвет приглянулся мне больше остальных. Хотя, как я и сказала, все цвета из этой коллекции мне очень понравились. Ну и последний цвет в данной коллекции под номером 06. Это самый темный цвет в данной серии. При этом я не могу сказать, что он настолько темный, чтобы вот прям вот соответствовал цвету кофе. Несмотря на свою пигментацию, все слои гель-лаков я сушила в 48-ваттной гибридной лампе в течение 30 секунд, и все отлично просохло. После полимеризации на поверхности образуется незначительный дисперсионный слой. Ну а вот так выглядят все цвета из кофейной коллекции от компании Яёж. Ну и конечно я не могла не посмотреть, как эти оттенки будут выглядеть под матовым топом. Не знаю, как вам, но вот мне эта коллекция под матовым топом нравится еще больше. Когда мне в руки попадает что-то более или менее пигментированное, я всегда пробую это в стемпинге. Ну и здесь, конечно, без стемпинга не обошлось, также решила попробовать. Отпечатать, конечно, рисунок, особенно с тонкими линиями, у меня получается, но все-таки пигментация для стемпинга маловато. Тем не менее, вот решила поделиться с вами вот такой вот идеей, да, то есть мы отпечатываем рисунок с пластины, тут же полимеризуем его в течение 2 секунд буквально, и у нас на подушечке штампа образуются такие разводы. Они очень сильно напоминают, знаете, такую вот пенку кофейную. И теперь вот переносим этот рисунок уже на типс. Так как пигментации мне не хватило, отпечатываю то же самое еще раз. Ну и давайте уже закончим этот дизайн. Отпечатываю обычным лаком для стемпинга, кофейные зерна и, собственно, все, дизайн готов. Все эти заморочки с таким легким дизайном были исключительно для того, чтобы показать вам преимущество топа, о котором я говорила ранее. Все дело в том, что данный топ не смазывает стемпинг. Сколько бы я ни возила кисточкой туда-сюда, стемпинг рисунок не смазывается. Данный топ без липкого слоя, то есть после полимеризации на поверхности не образуется дисперсионного слоя. Ну и конечно же этот топ я протестировала сама на себе и могу сказать, глянец отличный, то есть топ не скалывается, то есть на моих ноготках он уже держится 1,5 недели и все замечательно. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!